Привет, друзья! С вами снова Павел Чар. Все началось с того, что я посмотрел подкаст All Games. В нем рассказывалось про N-Gage. Некоторые игры меня заинтересовали. Особенно захотелось попробовать Shadow Key. Тем более в комментариях писали, что игра не должна тормозить, если использовать патч. Я человек любопытный. Мне интересно было поиграть на неизведанной платформе, ведь она не эмулируется. Обзоров на нее мало, а я люблю все необычное. Я захотел классический N-Gage. Но как на грех подвернулась возможность купить N-Gage QD. На фотографиях мне все понравилось. Когда я спросил про недостатки, продавец сказал, что только клавиши потерты. Он скромно умолчал про хрипящий динамик, битый пиксель, сломанный корпус и отсутствие локализации. Телефон оказался восстановленным. Поначалу я, конечно, расстроился, когда получил посылку, но все равно стал разбираться. Забавно было смотреть, как я пытался включить Nokia. Кнопка располагается справа под резинкой. Дальше меня ждала надпись, что без симки телефон не включится. Покопавшись минут 15, нашел старую карточку. Карточка уже блокирована. И чтобы не всплывали предупреждающие окошки, я поставил телефон в автономный режим. Я попробовал записать видео на планшет. Как видите, вышло ерундово, и я решил сначала пройти игру, а там что-то придумать. Благо, есть встроенная в телефон программа, позволяющая снимать скриншоты во всех играх и приложениях. Замечательная вещь! Она может снимать копии экрана в мыльном JPEG и в четком MBM. Первые несколько часов я делал снимки в JPEG, но потом решил разобраться с неизвестным форматом MBM. Это стандартный формат графических файлов в операционной системе Symbian. Все очень просто. Запущенный в фоне скриншотер ожидает от вас нажатия комбинации клавиш. Затем вводите имя или оставляете стандартное и сохраняйте. Процесс занимает около 10 секунд. Согласен, долго, но не смертельно. Все сохраненное можно посмотреть прямо на телефоне, покрутить, приблизить. Это здорово, можно делиться своими скриншотами, похвастаться перед друзьями, причем не голословно, а с подтверждением. Или использовать эти снимки для написания статей и прохождений. Современные портативки не дают делать скриншоты без плясок с бубном. Ту же 3DS, вспомните. Остается только сохранить файл в удобное место, а на компьютере перевести его в нужный формат. Вуаля! Вот вам картинка, увеличенная втрое без потери качества. Во время игры я снимал скриншоты, а затем отправил их на мой любимый сайт GameFAQs, прохождением с которого я пользовался. Русские скриншоты на зарубежном сайте. Забавно? Зато больше людей получат представление об игре. Странно, с Гаги так мало хороших скриншотов в сети, даже на игровых сайтах. Хотелось бы заполучить оригинал, но я играл с обычной карточки. Утешением мне стал русский перевод. Он в целом неплохой, хотя есть опечатки. У меня пока только одна игра, зато попавшая ко мне невероятным образом. Я вступил в сообщество поклонников N-Gage. Там проводился конкурс. Один из коллекционеров с Украины, Михаил, решил расшевелить сообщество. Нужно было просто написать свой ник в сообщениях на телефоне, сделать фотографию и отправить ее организатору. А дальше дело решал случай и бочонки из лото. Сейчас будет, в общем-то, финал, я считаю, потому что все, что было до этого, это было такое, чисто поиграть. А вот, собственно говоря, эту детку мы должны разыграть. Поехали. 20 номер у нас выиграет игрушечку Tomb Raider. Павел Чар. Павел, мы тебя поздравляем с победой. Такой вот был розыгрыш неплохой. Потом часть призов приехала в Россию через другого коллекционера, Тимура. Tomb Raider, кажется, получает Павел Чар. Здесь я зашел с Варой дальше, чем кто-либо. Призов вообще было много. По моему приглашению в конкурсе участвовал Игорь с канала Binary Edge. Ему тоже улыбнулась удача. А дальше Гага нас увлекла, и вместе мы искали литературу по теме. Удалось отсканировать несколько страниц про мобильные игры из довольно редкого журнала Video Games Insight. Мы выложили их в своих группах. Гораздо круче был официальный журнал от самой Nokia N-Gage Insider. Предназначался он для распространителей продукции. Первый выпуск очень редкий. Я даже обложку только такую нашел. В сети есть фотографии второго и третьего выпусков. Так что если у вас есть эти журналы, отсканируйте их или высылайте мне. А первый хотя бы сфотографируйте. Сделаем их доступнее
Вернемся к захвату картинки. Старенькие ветеранские смартфоны от Nokia, тянущие игры N-Gage, не обзавелись ТВ-выходом. Благо, это именно смартфоны, а значит, есть много разных устройств для них. Выходом может стать Bluetooth-клавиатура и хорошая камера со штативом. Здесь показана родная клавиатура от Nokia. Довольно редкая, ищу себе такую. Поначалу играть будете топорно, но зато ничего не будет трястись в кадре. По-царски. Играть, конечно, на классической гаге с разогнанным процессором. Из других телефонов отлично подойдут N70, 7610, 3230, 6680 или, как в нашем случае, 6630. Он, пожалуй, лучше всего по совместимости. Именно в Shadow Key будет отсутствовать звук, но учитывая качество звука в этой игре, невелика потеря. С большинством игр от N-Gage 6630 справляется без нареканий. Обратите внимание, как плавно идет на нем игра. Это неудивительно. Процессор здесь вдвое мощнее, чем на гагах. Можно захватить картинку софтом, но будут заметны проседания частоты кадров. Это быстрее, чем снимать скриншоты, если вам не слишком важно качество и важен точно пойманный момент. Звук придется захватывать отдельно и потом совмещать. Но далеко не все игры работают корректно, а частота кадров оставляет желать лучшего. Для записи работы софта программа подойдет идеально. Вариант видеозахвата для элиты – это DevKit. В таком телефоне есть промежуточный шлейф между экраном и платой. Картинка уходит по шлейфу на специальную железку. И если DevKit еще можно найти при желании, то сама чудо-коробочка ужасно редкая. Она попала к полякам, и ребята начали творить добро. Захватывать геймплей с гаги и выкладывать футажи для свободного использования. Готовя ролик, я узнал, что они прямо с N-Gage ведут стримы на втором канале. И это чудо! В общем, использованы сторонние футажи, чтобы не ломать ваше зрение. Я назову сильные и слабые стороны игры и постараюсь остаться объективным. Иногда игра реально начинает злить, а порой ловишь себя на мысли, как же она хороша. Это противоречие сложно объяснить логически. Как обычно, вам предоставят выбор между несколькими расами и классами. В первой половине игры разница незаметна. Кроме различий в статистике, этот выбор почти ни на что не влияет. Приключение начнется в небольшой деревне, которую захватили бандиты. Нужно отправиться к ним в логово и спасти односельчан. В этом мире вновь разразилась очередная война. Напавшие на деревню были лишь пешками в руках могущественного боевого мага. Кого он разыскивает по всему Тамриэлю? Какие планы вынашивает? Почему именно возле нашей деревни огромный кратер? Это мы узнаем позже, столкнувшись с загадочными ключами теней, неведомой доселе магией и потерявшим память волшебником. Он объяснит, что пробуждается древний и могучий демон. Все ужасы войны – ничто по сравнению с ним. Под угрозой – судьба мира. Остановить его могут лишь осколки звезды, собранные воедино. Только они способны ослабить древнее зло, которое нужно победить. Этим мы и будем заниматься. Музыка – это знакомые темы из Морвинда, но ужата, отчего теряет в качестве. Звуки средние, к тому же их мало. Повторяющийся предсмертный вопль для большинства врагов ужасно нелепо звучит, приедается и наскучит довольно скоро. Звукоряд относится к слабым сторонам игры и в целом мало примечательно. Большая часть игры – это сражения. Бои незамысловатые. Нажимайте на кнопку 5 и персонаж бьет топором, мечом или колдует заклинание, в зависимости от вашего выбора. Есть оружие дальнего боя, например, луки, арбалеты, метательные кинжалы. Запас метательного оружия безграничен, поэтому такое оружие годится в качестве основного. Расходные материалы, всякие там зелья, используются кнопкой 7, что удобно во время боя. Но я играл магом, и зелья вообще никакие за всю игру не использовал. Даром, что ли, у меня магия лечения была. Плюс полностью настраиваемое управление. Вы можете назначить кнопки, как захотите. Инвентарь неудобный. Нужно постоянно перебирать все вещи, чтобы взять новую. Если возьмете новый меч, то старый не удалится автоматически. Нападать на врагов довольно сложно, потому что невозможно понять, от чего зависит попадание. Боевая система игры ущербна из-за недостаточного контроля и кривых попаданий. Вам придется использовать клавиатуру телефона вместо мыши на компьютере. Удары зависят от капризов игры. Заклинание ненадежное, потому что даже прямое попадание не значит, что враг получит урон. Когда вы попадете во врага, он иногда становится красным и издает стон. Но иногда он не получит никакого ущерба вовсе.
Особенно это заметно, когда один за другим выпускаешь несколько фаерболов. Что и говорить, заклинаниям мешают даже стены и столы. Игра завязана на боях. Они повсюду, поэтому вскоре кривизна попаданий начнет раздражать. Звуки волшбы выдают врагов за стенами. Похоже, они начинают бой, когда игрок приближается к ним. И неважно, что на их пути – стена или дверь. С дверьми они вообще не ладят. Сами открыть не могут. Так что можете заманивать врагов в комнаты и запирать. Для игры, где все завязано на боях, это недопустимо. Из врагов выпадают одинаковые мешочки с вещами. Причем неважно, человек это или волк. Все носят мешочки. Обычно в них расходные материалы, изменяющие на время параметры, или лечебные предметы. Иногда вещи лежат в ящиках или столах, надо подходить и смотреть внимательно. Пару раз вещи были в Железной Деве, которая вообще является декорацией. Поэтому ко всем столам, шкафам и ящикам надо подходить и проверять надпись «Осмотреть» или «Взять». Говоря про прокачку, я всегда прокачивал лишь один параметр – разум. А так как я был очень разумным магом, то продал редкий арбалет за 20 с лишним тысяч золотых. На выручку я нанял учителей в гильдии магов и повысил параметры. Это я к тому, что не испытывал особых сложностей от неправильного выбора статистики. Для прохождения игры понадобится лишь терпение. Пожалуй, главная неприятность – небольшая дальность прорисовки, из-за чего достаточно сложно найти нужные места или персонажей. Скриншоты выглядят хорошо со стороны, но поверьте, когда вы начнете играть, все гораздо хуже. Представьте, стоите возле факела, отошли на несколько шагов, а впереди лишь темнота. Глупо выглядит. Engage не хватает ресурсов для отображения больших трехмерных пространств. Пришлось уменьшить дальность прорисовки. Кругом царит сумрак. Кстати, была специальная подсерия для мобильных платформ Travels. Первые две игры также идут на Engage. Они сделаны на старой версии Java. Марк Джонс участвовал в разработке мобильных игр серии, но Гага была зверем посложнее и позволяла использовать трехмерные модели. На своем сайте Марк рассказывает подробности разработки. Он отвечал за создание и дизайн персонажей, оружие и заклинания от первого лица, создание и текстурирование уровней. Также создал обложку. Эта игра одна из самых объемных в игротеке устройства. Чтобы поместить все на карточку, экономили место. Ради этого многие модели использовались повторно, но с другими текстурами. За счет этого старались разнообразить врагов. Конечно, они были малополигональными. 150-200 полигонов с текстурами 64 на 64. Говоря о текстурах, пришлось повозиться. С таким разрешением даже один пиксель может иметь большое значение. Марк рассудил, что больше всего внимания привлекает лицо персонажа и решил пожертвовать текстурами тела. Так что четверть текстуры исключительно для лиц. Чтобы убрать тормоза, упростили анимацию, поэтому она такая топорная. Тесты дали хорошие результаты. Вот ранняя версия игры из рекламы. Она запущена на эмуляторе для разработчиков, которого на публике не было. Если раздобыть этот эмулятор, то чужие игры на нем не запустишь. Он требует исходники и компилирует их под 86-й процессор, то есть можно лишь написать игру с нуля. Поэтому, чтобы создать общедоступный эмулятор Engage, нужна версия эмулятора для разработчиков и исходники какой-то игры. Вероятность найти такой клад почти нулевая. Может показаться, что игру искусственно затормозили. Это не так. Эмулятор использовался для разработки и отладки на компьютере. Просто никто не заморачивался с эмуляцией процессора телефона. Модели персонажей и окружения хороши для мобильной игры. И обидно, что телефон не вытягивает картинку. В графике есть некоторый шарм. Вражеские модели детализированы и даже немного пугают. Текстуры хорошие, явных швов не видно. Особенно впечатлила меня геометрия мира. Здесь полно холмистых областей, различных возвышений, куда можно забраться. Оружие и руки игрока пререндерены, показываются в виде спрайтов. Все остальное трехмерное. С самого начала можно свободно бродить в любой точке мира, даже если ваш персонаж слишком слаб. Камеру при прыжках необходимо наклонять, чтобы посмотреть, куда приземлитесь. Мне прыжки разонравились после ледяной пещеры. Там запросто можно было не рассчитать и улететь в пропасть. Если вы погибнете, то придется перенести томительное ожидание, вновь загружая игру. Нужно ждать загрузку всего уровня и так при каждой смерти. Обидно упасть в очередную пропасть, зачистив перед этим всю пещеру, и обнаружить, что сохранился ты лишь на входе. С другой стороны, перед каждым прыжком делать сохранение неспортивно и утомляет. Помимо основных заданий,
выполнение которых влияет на продвижение по сюжету, можно выполнять дополнительные задания. Разнообразия здесь не так много. Сплошь классика. «Принеси-подай», то есть поиск предметов, или «найди-победи», то есть уничтожение врагов. Или смесь этих составляющих. Простенькие диалоги угнетают, уровни очень большие, постарался их создатель. Каждое место уникально, лабиринты не повторяются, мир интересно исследовать. Порой встречаются красиво оформленные уголки, дающие понять, что вот здесь сторожка, а здесь склад с припасами. Чтобы не заплутать, приходится постоянно открывать автокарту. Она простая, не показывает важные места и не содержит отметок. Пригодится идущая в комплекте бумажная карта мира, ведь придется пешочком мотаться между городами и пещерами. Если на несколько дней отложили игру, то поможет встроенный журнал. Обычно описание задач расплывчаты, в нем остается лишь короткая заметка. Но это лучше, чем ничего. Грег Гордон, главный дизайнер игры, в интервью признавался, что разработка заняла около 9 месяцев. Небольшая команда из 4 человек постепенно разрослась до 50, включая переводчиков. Создавать игру было непросто. Трехмерный движок был новым, появилась поддержка мультиплеера. Все верно. Раньше эта серия была исключительно однопользовательской, поэтому выделяется одна из наиболее занимательных особенностей Shadow Key – совместная игра по Bluetooth. Изначально в рекламе показывали игру на 4. Опытным путем мы выяснили, что играть можно лишь вдвоем. Один берет квест, а второй помогает. После прохождения у него в журнале появляется отметка, что он тоже прошел квест. Покупать вещи может только сервак, а гость передавать деньги на покупки. Вещи выкидываются на землю, потом нужно эти мешочки подбирать. Скин оружия и модель меняется. По сути, лишь один игрок может извлечь выгоду из этого союза. Пожалуй, единственный плюс игры вдвоем – возможность похвастаться внешним видом персонажа и повеселиться. Скажите, раз я так отзываюсь об игре, почему я ее не забросил? Почему продолжил прохождение? Сложно сказать, но игра выдержана в таком темпе, что всегда интересно узнать, что дальше. Shadow Key заимствовал ключевые элементы серии. Большой открытый мир, сражения. Новые задачи появляются часто, затейливые подземелья интересно исследовать. Дело тут не в кривой прокачке или скучных боях. Сам дух путешествия, исследования витает в игре. Сценарий интересный, несмотря на невзрачное воплощение. Многое зависит от фантазии самого игрока. Она раздвигает неуклюжие рамки этого мирка, добавляет красок. Если бы над игрой потрудились немного больше, она стала бы жемчужиной в игротеке N-Gage. К сожалению, интересное приключение похоронено под ворохом недоработок и многочисленных уступок, связанных с новизной и ограничениями платформы. Но интересные игры забывать не стоит. Приступая к этому ролику, я наивно полагал, что телефоны никто не собирает. Думал, зачем обычному человеку много телефонов? Не будет же он со всех звонить? Конечно, я ошибался. У Symbian множество преданных поклонников и по сей день. Иногда они даже собираются в Москве, чтобы вспомнить былые деньки и устроить сетевые баталии. Сообщество у них очень дружное и готово прийти на помощь новичкам. Благодаря интересу к телефонам Nokia и операционке Symbian я узнал столько интересного и обзавелся новыми друзьями. В создании ролика мне помогало множество людей. Спасибо всем участникам и вам, дорогие зрители. Конечно, что-то осталось за кадром. Другие игры, опыт использования этого телефона. Если эта тема интересна, пишите, расскажу. Загляните в описание, там полезная информация. На этом все. Пока.